Всем привет, ребята! Сегодня мы с вами гуляем по старому району Буэнос-Айреса, называется он Реколета. Этот район примечателен тем, что в 1840-х годах здесь была большая иммиграция из Франции, и в этом районе очень много зданий, построенных по французском стиле. Сейчас будем все смотреть, изучать. Присоединяйтесь! Смотреть этот район с очень знаменитого книжного магазина. Он считается самым красивым книжным магазином в мире. Он находится в здании бывшего театра. Зашли внутрь, причем хочу отметить, что большинство посетителей здесь очень много людей сейчас, это местные люди, здесь люди очень любят читать, поэтому прям переполнено, и на кассу стоит очередь из тех, кто уже что-то хочет оплатить, выбрал себе книги. Также можно подняться на второй, третий ярус. Этаж, как это правильно сказать. И уже немного поменьше, потому что основные книги находятся там, внизу. А здесь уже больше сюда поднимаются те, кто хотят сфотографироваться. Месси, Федерер, Ибрагимович, Мбаппе. И вот панорама этого театра. Какие-то книги про растения лечебные, про диеты. Тут книги реально на любой вкус и цвет. Вот даже офис, Microsoft, Photoshop, iMovie меня заинтересовала очень толстая книга. Что там можно делать, что там интересно написано. Дальше Final Cut Pro, Outlook, Office 2010, La Библия. Магазин действительно очень красивый, но я думаю, что те, кто пришли сюда действительно за книгами, им здесь немного сложно будет выбирать, потому что нужно маневрировать среди желающих сфотографироваться. Предусмотрены здесь магниты, например, какие-то еще сувениры. И, конечно, открытки. Открытки всего по 200 песо. Скорее всего, это, кстати, не открытки, а закладки для книг. Кстати, классный подарочек. Время обедать. Мы зашли в местный ресторанчик. Эль Клуб де Миланеса называется. Здесь готовят котлеты миланеса. Знаменитые аргентинские котлетки. Сейчас покажу, что нам уже принесли. Миланеса эти котлеты готовят из разных ингредиентов. У меня вот, например, из тыквы. И туда еще добавляют как панировочные сухари для крепости. Сейчас посмотрим, что там. Разваливается. Вот так примерно. Сейчас попробуем. Ну, неплохо такое. Как жареный хлеб, что ли. Очень много масла, на самом деле, очень решительно. Обед был, прямо скажем так, себе. Второй раз я бы туда точно не пошла. У меня была очень жирная еда, прям экстремально много масла. Вообще, вместо чувства насыщения просто сразу чувство тошноты сразу поступает. Вот так. Но людей у них много, может, именно мне такое блюдо попалось странное. Сейчас мы пройдемся вглубь самого района, посмотрим, какие здесь жилые дома. Многие дома здесь очень старинные, древние, остались еще с той эпохи, когда вот здесь строили французские иммигранты, поэтому дома здесь очень красивые здания. Но также есть и новые уже здания, тоже многоквартирные. Застройка здесь достаточно плотная, и это вообще один из самых дорогих районов города.
идем в сторону одного красивого здания. Здесь почему-то очень большая пробка, все стоят прямо на светофоре. Вот, строительные работы еще идут. Вот это здание за моей спиной, это университет Буэнос-Айреса, факультет инженерии. Очень красивое, в стиле неоготика. Я вообще сначала думала, что это какое-то религиозное учреждение, но нет, это университет. Рядом с университетом тоже очень красивая. Вот тут вот зеленая площадка, скамейки, пожалуйста, можно посидеть после занятия, отдохнуть. Парк. И там дальше тоже площадка для выгула собак. Проходим возле кладбища Реколета. Это тоже очень известное место в Буэнос-Айресе, наверное, одна из самых значимых достопримечательностей. Но сегодня мы туда заходить не будем. На этом кладбище похоронено много знаменитых людей, исторических личностей. И также это кладбище знаменито своими скульптурами, статуями. Это признанные произведения искусства. Писали в комментариях, что мои видео слишком короткие, хочется больше смотреть на город. И я в этот раз постараюсь побольше поснимать. Не знаю, насколько получится. Обычно у меня там минут 10 получается, может хотя бы 11 получится. Ну, посмотрим. Постараюсь побольше снять. Какова красота. Пальмы, трава, деревья цветут. В этом году лето было чрезвычайно жаркое. В Буэнос-Айресе там зафиксированы самые высокие температуры вообще за всю историю наблюдений. И очень долго держалась эта жара. И вот только на днях она начала спадать. Сегодня там где-то 25-26, самый пик, максимум, который, наверное, сейчас. Очень классная погода. Также в Реколете расположен музей изящных искусств. Это очень красивый, интересный музей. Вход в него свободный. Мы там уже были. Я прикреплю здесь видео. Можно будет посмотреть, что там внутри. Очень красивый парк рядом с музеем изящных искусств. Вообще сейчас цветут вот эти прекрасные деревья, которые мне писали название, но я уже, простите, опять забыла. Главное, что они очень красивые. Вообще сидишь так, слушаешь, как птички чирикают, разглядываешь гнезда. Здесь очень много птиц разных. Вообще, какая красота. Тоже к району Реколета относится вот этот цветок железный, металлический, знаменитый. Ветрено. Также здесь вот это здание большое университета Буэнос-Айреса. Мы также уже в нем были, в том же видео, что и музей изящных искусств. Можете посмотреть. Вот это тоже знаменитая скульптура. Последний кентавр, если я не ошибаюсь. Еще стоит сходить в Реколете. Это культурный центр Реколета. Но сегодня понедельник, и он закрыт, откроется завтра. Что в нем интересного? Это современное искусство. Там проходят различные выставки, мероприятия. Здесь также проходят ярмарки обычно. Но сегодня опять же понедельник, и никого нет. Ярмарки отличаются тем, что здесь продают именно ремесленники, те, кто делают свои изделия своими руками, потому что на некоторых таких фериях, ярмарках работают просто перекупщики, где-то покупают и продают, а вот здесь они должны пройти именно сертификацию, доказать, что это именно их работа. И поэтому она здесь более такая художественная, много картин. Тоже интересное место. Фикус с огромными ветками. Здесь такая интересная скульптура.
как поддерживающая ветки этого фикуса. Размеры этого дерева огромные просто. Тоже есть подпорки для ветвей, но уже не такие обычные просто подпорки. Напротив этого кладбища через дорогу находится улица, на которой много разных баров, ресторанов. Вечером, так что здесь тоже интересно. Еще даже стены такие, видно, массивные, мрачные, сырые, древние. Не знаю, мне прям как-то не по себе немного в таких местах. Поэтому. Большой торговый центр. Кстати, писали, что в этом торговом центре есть какой-никакой магазин H&M, но я его там так ни разу и не нашла. Я не знаю, где он там находится, вообще есть ли он там. Очень интересно, здесь такое старое здание с этой стороны, с другой стороны что-то более новое. Очень плотная здесь застройка, не так много деревьев, парков. Мы подошли к еще одному очень красивому знаковому зданию. Это Национальная библиотека. Здесь хранится очень много книг, редких в том числе. Но само здание вызывает также не меньший интерес, чем то, что находится внутри. Массивная бетонная конструкция. Стильно, современно, необычно. Эта конструкция напоминает космический корабль, например. Очень похоже как-то. Ассоциации такие возникают. О, здесь даже алоэ посадили. Лестница так сделана здесь, интересно. Такая винтовая, необычная. Хотя, казалось бы, лестница и лестница. Ну, какое дело? Нет, тоже все очень продумано. Вот так, сегодня было увидено много очень красивых зданий, но именно вот эта конструкция меня впечатлила больше всего. Очень необычная. Наверное, я первый раз в жизни вижу вообще что-то подобное, настолько красивое, продуманное. Как-то видно, что здесь был проделан большой труд. Меня это вызывает прям восхищение. Как вам сегодняшняя прогулка? Мне, как обычно, все очень понравилось. Мне очень нравится этот город, в принципе. Вот, ставьте лайки обязательно, пишите. И увидимся в следующем видео. Пока-пока.